Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о том, как стримить игры на YouTube. Постараюсь сделать это быстро и без лишних заморочек. Или, если вам интересна более тонкая настройка, напишите это в комментариях. Для начала вам нужно скачать программу Open Broadcaster Software и убедиться, что в вашем канале доступна функция прямого эфира. Если все это у вас есть, то дело осталось за малым. Для начала откройте свой YouTube канал, перейдите на вкладку с трансляциями и запланировать новую трансляцию. Потом просто укажите название, описание, теги и время старта к вашему стриму и обязательно установите особый тип трансляции. Во вкладке «Расширенные настройки» можно ничего не менять, а если будет время, то просто почитайте пункты, может для вас какой-то и пригодится. Как только мы создали мероприятие, мы должны настроить саму трансляцию. Во вкладке «Настройки трансляции» нужно добавить картинку на ваше видео и выбрать качество стрима. Качество может зависеть от вашего интернета, но если вы уверены в своем провайдере, то спокойно ставьте Full HD и ниже в настройках видеокодека обязательно выбираем другие видеокодеки. После чего копируем первую строчку, название потока и переходим к настройкам OBS. Для начала создаем сцену. После начинаем добавлять источники, кликая правой кнопкой в окошке «Источники». В случае, если вы будете стримить игру, добавляем последний пункт «Игра», называем его и выбираем в открытых приложениях свою игру, в моем случае это Dota 2. Тут есть пару интересных пунктов. Это растянуть изображение во весь экран, полезно если вы играете в окне, и галочка захвата мыши, возможно она вам и не нужна. Теперь перейдем к настройкам самого OBS. Во вкладке кодирования выбираем пункт X264, ну или если у вас есть NVIDIA NVENC, то можете выбрать и его. Дальше ставите галочку напротив CBR, если она у вас не стоит, и в зависимости от того, какой у вас быстрый интернет и компьютер, выбирайте битрейт. Скажу сразу, что выше 6000 особого смысла ставить нету, так что я обычно ставлю около 5 или 6000. Но напомню, если у вас не особо мощный ПК или интернет, то обязательно поклацайте эти циферки, чтобы добиться приемлемой для вас картинки. А размер буфера я ставлю около 10 000. Тут все так же, как и с битрейтом, так что повторяться не буду. Во вкладке «Трансляция» нужно выбрать режим прямого эфира. В сервисах вещания установить пункт YouTube/YouTube Gaming. Далее выбрать Primary сервер и в поле Play Pass Steam Key вставить ту самую ссылку, которую вы взяли в конце в настройках YouTube, а именно название потока. В принципе, остальные пункты в трансляции настраивать не нужно, но если вам интересны пути для хранения кэша, то можете их указать отдельно. Далее во вкладке «Видео» выбираем свою видеокарту и выставляем разрешение трансляции. Обычно это Full HD. Масштабирование разрешения поможет, если у вас не особо мощный ПК. Вы сможете, например, стримить картинку 720p, растянутую до 1080p. Во вкладке «Аудио» просто указываем ваши наушники, колонки и микрофон. И переходим в последнюю вкладку «Расширенные». Пусть тут и много пунктов, но вам по факту тут вообще можно ничего не менять. Но если у вас не стоит галочка на многопоточной оптимизации, то можете ее включить. После того, как все настроили, сохраняем и снова возвращаемся к самому OBS. Тут также помимо просто стрима игры, можно добавить веб-камеру или какое-то лого от вашего канала. Все это просто делается в окне «Источники». Кликаем на добавление устройства захвата, выбираем в новом окне вашу веб-камеру и нажимаем ОК. Теперь можете нажимать в OBS «Запустить трансляцию», чтобы примерно видеть, как все будет. Если же вы хотите подвинуть или изменить размер вашей игры, картинки или вебки, то все делается очень просто. Выбираете нужный вам пункт и нажимаете на кнопку изменения сцены и меняете все на свой вкус. После того, как вы запустили трансляцию в OBS, возвращаетесь к своему YouTube, переходите во вкладку «Панель управления трансляцией», ждете, когда YouTube найдет ваш кодек и жмете на большую синюю кнопку предварительного просмотра, где вы можете проверить перед стартом стрима, как будет выглядеть картинка и нормально ли слышно игру, вас или ваших друзей. Если все ок, то нажмите на кнопку «Начать потоковую передачу» и показывайте всем ваш скилл или свои маленькие клешеньки. И да, в OBS есть еще много полезных настроек, так что если будет время, обязательно полазите и поищите сами. Если у вас возникнут вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. А с вами был Стас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и да пребудет с вами 4К и 60 FPS. Пока!